Друзья, для того, чтобы нам получше понимать друг друга, нам нужно понять, что есть мы. То есть нам нужно понять, что есть я. То есть я – это внутреннее наше так называемое эго. Существует так называемых три я. Это я первичное, я разумное и высшее я. Обличим эти наши три я в так называемую таблицу. Сделаем ее вот примерно таким образом. Будет состоять из трех колонок. Здесь у нас будет представлено наше я. Вот таким образом. Сюда мы запишем разумное я. Здесь у нас будет высшее я. И здесь в самом низу у нас будет элементарное я. Я немножко сокращу, с вашего позволения. И дадим небольшую, скажем так, характеристику вот этим всем я. То есть на первом у нас уровне выступает человек, который реализует себя через тело. То есть элементарное я. То есть первый писк новорожденного, крик взрослого человека о помощи, последнее тихое слово умирающего, все они происходят из элементарного «я». Когда мы уже подросли и овладели репертуаром физических действий, да, в определенных каких-то там доступного нам пространства, мотивация нашего элементарного «я» определяется в большей степени реакцией на внешние раздражители. Это тело, находящееся в состоянии самозащиты, это инстинктивное поведение, вот, и это также элементарное «я». Оно движимое чувством незащищенности, погони за ощущениями, жаждами элементарного «я», жаждой контролировать ситуацию или других людей, стремление привлечь к себе внимание. «Я» рабски следует за своим эго и желания. Чаще всего такие желания происходят из потребностей. Они управляются левым полушарием головного мозга. Понимание нумерологии может немало помочь людям, научив их сдерживать свое элементарное «я», чтобы быть хозяевом себя, скажем так, и своего эго. Вот, то есть не нужно забывать, что элементарное «я», оно нам жизненно важно для балансированного самовыражения физического тела. На самом деле тело действует только когда элементарное «я» взаимодействует с двумя другими «я». То есть во всех остальных случаях организм лишь реагирует на внешние воздействия. Дальше у нас пойдет разумное «я». Оно у нас служит домом для наших мыслей и восприятия происходящего. В нем также могут быть наши радости, печали, ровно как и способность выбирать между радостью и печалью. Это так называемое царство печали, памяти, творчества, идеализма. Разумное «я» служит мостом, соединяющим элементарное «я» и высшее «я», инстинктивные аспекты нашей индивидуальности и духовные ценности. Эта связь может проходить через левое и правое полушарие головного мозга. Если разумное «я» становится на негативный путь, то оно превращается в бессознательное «я». Оно фальшивит, поддается манипуляциям, юлит и страдает от стрессов, нередко принимая на себя роль невинной жертвы. Однако, если мы позволяем своему разумному «я» выполнить его миссию, оно служит великолепным инструментом для оценки реальности, переводя духовную осознанность в плоскую практического понимания. Разумное «я» помогает нам интерпретировать интуитивное восприятие, любовь, мудрость, какие-то ценности. Благодаря ему мы можем проявлять наши знания,
мудрость и способность к сопереживанию в действии. Разумное «я», оно ускоренено в памяти, соединяя прошлое знание с опытом настоящего, и чтобы сохранить хранилище актуальной для нас информации. Используемое в позитивном ключе, оно становится фундаментом для нашей самооценки и самоуважения, позволяющего нам расти, развиваться, эволюционировать, становиться мудрее и совершенствоваться. Дальше поговорим о высшем «я». Высшее «я» включает в себя нравственные добродетели, философские идеи и духовные ценности. Это суть чувственного, эмоционального восприятия. Тот аспект нашего бытия, который определяет наши потребности. Оно выражает себя через интуицию, любовь, мудрость. В своих выражениях, потребностях это, так сказать, наше эго говорит внутри нас. Действия, осуществляемые высшим «я», в большей мере регулируются правым полушарием головного мозга. Это воплощение творчества, духовности, сострадания. Многие люди путают любовь с теми или иными чувствами. Истинная же любовь является функцией высшего «я». Физическое влечение – элементарное «я». Интеллектуальное притяжение – разумное «я». Нередко сопровождается любовь, но это не всегда обязательно такая любовь, как она есть. Любовь обладает глубиной, которая пронизывает любое восприятие, любое проявление человеческой личности. Она находит выражение в том числе и в эмоциях, но не управляется ими. Для раскрытия высшего «я» необходимо развивать интуицию, так как мы выходим на более высокий уровень развития, внутренней свободы, становясь богаче и добрее. Так достигается вершина мудрости, о которой слагаются легенды. В нумерологии высшее «я» представлено горизонталью души. Но об этом чуть-чуть подробнее. Что нам дают так называемые горизонтали? Эти горизонтали нам дают понимание, насколько гармоничнее были бы наши отношения с супругами, детьми, коллегами по работе, если бы мы с самого начала знали, какой горизонтали им удобнее проявлять себя. То есть, с какими из трех «я» они себя наиболее полно идентифицируют. Давайте запомним самые эти горизонтали. Первая горизонталь у нас будет горизонталь разума. Горизонталь разума также включает в себя интеллект и мышление. Запишем здесь. Интеллект и мышление. Сокращу немножко, с вашего позволения. Следующая у нас будет горизонталь души. Горизонталь души, она в себя включает всю ту духовность, которая у нас есть. Также это чувство. Это духовность и чувство. Следующая у нас горизонталь – это горизонталь действия. Горизонталь действия отвечает за нашу физическую, практическую активность. Это физическая активность. Скажите, при чем здесь нумерология? Давайте сделаем нашу так называемую табличку Пифагора. Я ее выделю красным цветом. Вот таким образом. И запишем все наши
числа. Внизу у нас будет стоять единица. Затем у нас будет стоять двойка. Затем тройка. Потом четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка и девятка. Сейчас мы можем с вами дать небольшую характеристику всех вот этих горизонталей, то есть что они означают по себе. Горизонталь разума. Горизонталь разума, она символически представляет нам голову человека и располагается на самой верхней линии таблицы рождения. Вот. Она выбирает в себя память, мышление, интеллект, анализирование, рационализирование, воображение, созидание, ответственность, амбиции и стремление к идеалам. Дальше. Горизонталь души. Вот она. Соответственно, вот здесь числа представлены. Горизонталь души, она представляет собой сердце человека и расположена, соответственно, в середине, в центральной части нашей таблицы рождения, откуда она управляет всем, что связано с чувствительностью. Она отвечает за интуицию, любовь, свободу, положительные эмоции, художественное самовыражение, духовную независимость и мудрость. И следующая у нас горизонталь – это горизонталь действия. Соответственно, вот представлены здесь в ней числа. Горизонталь действия, она у нас находится в основании квадрата таблицы рождения. В ее компетенцию входит вербальное выражение, мотивированность, язык тела, организованность, терпение, материализм и усвоение жизненных уроков через жертвы и потери.